Всем привет, друзья! Сегодня готовлю глазированные сырки домашнего приготовления из натуральных молочных компонентов. Сырки получаются нежными, мягкими, ароматные и очень вкусные. Есть разные варианты приготовления: ванильные, карамельные, шоколадные, клубничные, всевозможные фруктовые, ягодные, малиновые, кокосовые, шоколадные с вишней. Я буду готовить свои любимые, которые никогда ни мне, ни моей семье не надоедают. Ванильные с карамельной прослойкой. В качестве карамели буду использовать вареную сгущенку и с шоколадом. Давайте готовить. Ванильная начинка будет состоять из творога. Творог 40% жирности. Можно использовать любую жирность, к примеру, 20% творог, обезжиренный, кому как нравится. Но, как по мне, чем больше жира, тем вкуснее и насыщеннее получается сырок. Творог я покупаю уже кремообразный, пастообразный. 500 грамм творога. К творогу добавляю размягченное сливочное масло в количестве 100 грамм. Пакетик ванильного сахара, в пакетике 8 грамм, и 3 столовые ложки сахарной пудры. Пудра по вкусу, вернее сахарная пудра по вкусу. Все хорошо перемешиваю. Должна получиться однородная масса. Творожная начинка готова. Еще один такой маленький нюанс. Она должна получиться однородной по составу, без единого масляного комочка. Если, к примеру, ваши продукты все разной температуры, к примеру, творог холодный, а масло мягкое, тогда масло может взяться комками, если вы все продукты, так же как и я, смешиваете вместе. Поэтому учитывайте температуру, это очень важно. Все продукты должны быть комнатной температуры. Если вдруг они разные, значит изначально масло смешивайте с сахарной пудрой, а потом добавляйте творог. И тогда она тоже будет однородной, без единого комочка. Для следующей начинки нам понадобится 175 грамм Филадельфии, творожный сыр, 100 грамм маскарпоне, столовая ложка сахарной пудры, 150 грамм растопленного шоколада. В шоколад добавляю 100 грамм сливочного масла. Масло нужно будет хорошенько растопить. Шоколад у меня горячий. Шоколад топила на самой низкой температуре. Масло вмешалось. Теперь все это добавляем к сырным продуктам. И перемешиваю. Начинка готова, посмотрите какая.
нежная, мягкая. В процессе остывания она станет еще гуще. После того, как мы приготовили начинки, можно сразу приступать к формовке сырков. Я использую вот такие вот две формочки. Формировать их можно по-разному, но для меня это самый простой вариант. Заложить в формы. Начинки укладываю в кондитерские мешки. Шоколадная начинка. Творожная начинка. Сгущенка, варенка. Формирую ванильные. Теперь ванильные с сгущенкой. В итоге у меня получилось 4 ванильных сырка и 4 ванильных сырка с карамельной прослойкой. Отправляю все в морозильную камеру. Сырки должны хорошенько застыть. Формирую шоколадные сырки. Шоколадным сыркам нужно тоже будет дать хорошенько застыть. Я их отправлю в морозилку. Сырки простояли всю ночь в морозилке. Вот посмотрите, как хорошо они держат форму.
Посмотрите. Очень симпатичная форма. Сырки могут быть любой формы, какая вам нравится. Теперь приступаем к глазировке. При приготовлении сырков я использовала молочный шоколад. И также глазировать буду в молочном шоколаде. Укладываю на решетку. Под решетку положила пекарскую бумагу. Шоколад будет застывать, и потом его можно будет собрать и заложить в какой-нибудь пакетик и использовать при надобности. Шоколад застыл. Как вы заметили, уже несколько сырков исчезло со стола. Получились они невероятно вкусные. Вот что хочу сказать по поводу застывания шоколада. Брусочки складывала, сырковые брусочки складывала на пекарскую бумагу и на решетку. На решетке они очень быстро застывали. Вот посмотрите, как выглядит донышко на пекарской бумаге. Они отходили очень быстро. И вот так вот выглядит донышко с решетки. Поэтому во избежание ошибок рекомендую складывать на пекарскую бумагу. Я обычно складывала всегда на пекарскую, но этот раз попробовала положить на решетку, и они к решетке немножко приклеились. Поэтому складывайте на пекарскую бумагу. И теперь давайте посмотрим, как сырок выглядит в разрезе. Вот, посмотрите, это с шоколадной начинкой. Сырки очень ароматные, нежные по вкусу, вот буквально тающие во рту, такие холодненькие, приятные. И все здесь очень полезно в этих сырках. Никаких трансжиров и химических добавок. Все приготовлено в домашних условиях. Невероятно вкусные. Честно. Поэтому непременно попробуйте приготовить. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.